Верх у нас 3 мм сталь, 2 или 3 мм. Можно сделать из нержавеющей стали, также с полимеркой. Тут получается зазор для охлаждения нашего мотора. Мотор стоит промышленный, 1300 оборотов с регулировкой оборотов. Вот он регулируется. Включил, выключил. Получается, пониже сделай. Лопасти у нас сделаны из нержавеющей стали. И причем мотор охлаждается, то есть он забирает воздух с верхней камеры, охлаждает мотор и поступает в эту же камеру. То есть выдувает 80% берет из трубы и процентов 20 берет от мотора. То есть мотор у нас постоянно самоохлаждаемый. Здесь стоит наборные шайбы, то есть он может ставиться на трубу 500 на 500, внутреннее отверстие либо 250 на 250, либо под трубу диаметром 250, либо под трубу диаметром 200. То есть там сменные шайбы. Снизу, если посмотреть, можно просто там 4 винта открутить и поставить нужный диаметр. Откручивается здесь 4 гайки, открутили, колпак скинули там, если нужно посмотреть мотор, вообще если нужно будет. Там мотор промышленного класса, там 50 лет непрерывной работы. Лопасти нержавейки, из нержавейки, поэтому тут срок службы вообще не ограничен. Вот эти вот решетки, диффузоры такие тоже из нержавейки, сверху полимеркой покрашены. Так они тоже из нержавейки сделаны. То есть тут очень все со значительным ресурсом сделано. Делаются такие колпаки на любого размера труба. Можно сделать 3 дымососа, 4 дымососа, ну то есть гирлянду поставить там хоть один, хоть два, хоть три. Можно сделать общую камеру и будет выходить на один вентилятор, то есть вообще не принципиально. То есть если импортные делают, они надо как-то городить, то это уже полностью готовое решение. Тут 80 мм посадка на трубу, отверстие для крепления, то есть поставили и у вас готовое решение. Лопасти красный цвет. При желании можем сделать также подсветку, что когда включается дымосос, будет работать подсветка лопастей. Ну это кому интересно. Все.